Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Джон Сидни Макин и Сара Джейн Макин. Австралийские бэйби-фермеры. Джон Сидни Макин родился 14 февраля 1845 года в Дапто, недалеко от Вуллонгонга, в семье заключенного Уильяма Макина и его жены Эллен, урожденной Болтон. Джон был четвертым из 11 детей, родившихся между 1838 и 1860 годами. Сара Джейн Сатклифф родилась 20 декабря 1845 года на Сассекс-стрит, Сидней, в семье Эммануэля Сатклиффа и Эллен, урожденной Мерфи. Ее отец был мельником и бывшим каторжником. Первым браком Сара вышла за моряка Чарльза Эдвардса 29 апреля 1865 года в Сиднее. Позже она вышла замуж за водителя пивоваренного завода Джона Макина из Дапто, Новый Южный Уэльс, 27 августа 1871 года. У Джона и Сары Макин было по меньшей мере 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Примерно в 1881 году Джон Макин работал возчиком у пивовара. В ноябре 1881 года он был признан виновным в краже и приговорен к 3 месяцам тюремного заключения. В 1885 году Макин работал водителем фургона бакалейщика. В мае 1886 года фургон Джона сбил 4-летнего ребенка, когда он переходил Элизабет-стрит. Ребенок получил сотрясение мозга и, как сообщалось, находился в тяжелом состоянии. Макина также судили и за этот случай. Что вообще такое бэби-фермы? Детские фермы, бэби-фермы – форма опеки над детьми, распространившаяся в поздневикторианской Британии, а также в Австралии и Соединенных Штатах. Детские фермы представляли собой нечто вроде частных яслей или домов ребенка, куда детей отдавали родители и платили за их содержание. Если речь шла о младенцах, эта услуга также включала в себя грудное вскармливание. За содержание детей эти учреждения брали единовременный взнос или периодические выплаты. Хозяйками таких заведений чаще всего становились зрелые женщины из среднего класса, часто вдовы. После того, как Джон был ранен в результате несчастного случая, в качестве источника дохода пара обратилась к детскому хозяйству, практике взятия на себя заботы о незаконнорожденных детях в обмен на оплату. Макин был описан как вообще нетрудолюбивый человек, который в течение 3 из 4 лет, предшествовавших ноябрю 1892 года, практически нигде не работал. Последним известным работодателем Джона был мистер Р. Бетфорд с Грейт Букингем-стрит, Редферн, владелец конюшни и почтовый подрядчик. Бетфорд нанял его в качестве водителя в ноябре 1891 года, но Джон, казалось, никогда не проявлял особого рвения к своей работе, внезапно уйдя примерно через 6 недель. В течение первых нескольких месяцев 1892 года, живя на Леви-стрит в Чиппендейле, он не работал, и обычно его видели бездельничающим перед домом. Соседи семьи Макин во многих домах, которые они занимали, были в целом согласны с тем, что Джон Макин любил хвастаться, что он был человеком, обладающим некоторыми частными средствами. Сообщалось, что он получал 1 фунт в неделю от собственности на Вуллонгонге, унаследованной от его матери, которая умерла в 1890 году. Несмотря на это, семья всегда казалась ужасно бедной.
К ноябрю 1892 года, когда появились новости об обнаружении тел двух младенцев, похороненных во дворе дома в Макдональд-тауне, семья Макен жила на Уэльс-стрит 6 в Редферне. В то время семья состояла из Джона и Сары Макен, их двухлетнего сына Сесила, известного как Томми, и дочерей Бланш и Флоренс, 18 и 17 лет. Двое их сыновей, Уильям, 20 лет, и Перси, 12 лет, жили в Вулонгонге некоторое время назад. 16-летняя Кларисса не жила с семьей. Она ушла из дома, чтобы работать домашней прислугой в начале июля 1892 года. Дочь Сары Макен от первого брака, Минни, была замужем и некоторое время назад поссорилась с Макенами. Другая дочь, Дейзи, в возрасте 11 лет, также жила отдельно от семьи. Некоторые виды деятельности Макенов по выращиванию младенцев стали известны в ходе следствия, проведенного в коронерском суде, и последующего судебного разбирательства по обвинению в убийстве. Рассмотрим их поподробнее. 12 февраля 1892 года 19-летняя мисс Агнес Уорд, домашняя служанка, живущая в Кукс-Ривер, родила ребенка мужского пола в доме миссис Элизабет Терри, акушерки, на Флит-стрит, Саммер-Хилл. Рождение было зарегистрировано в Эшфилде. Ребенка назвали Чарльз Уорд. 27 апреля Агнес Уорд поместила в вечерних новостях объявление о поиске некой доброй леди, которая бы хотела усыновить ее мальчика. На следующий день Джон и Сара Макен и их дочь Дейзи встретились с Уорд по месту жительства миссис Терри. Они согласились усыновить младенца за 5 фунтов стерлингов и пообещали быть с ним очень добрыми. Джон Макен утверждал, что забирает ребенка, чтобы заполнить пробел, вызванный смертью его собственного ребенка по имени Джонни, и этот ребенок займет место умершего ребенка. Он сказал, что они жили на Кеттл-стрит в Редферне, но вскоре должны были переехать, чтобы купить свиноферму. Он пообещал прислать их новый адрес, чтобы у Агнес была возможность увидеть младенца. Тело, помеченное буквой «С», найденное похороненным на Джордж-стрит 109 Редферн, было предварительно определено как ребенок Агнес Уорд. Клара Рисби, домашняя служанка, проживавшая в Вуллу-Муллу, родила девочку 15 апреля 1892 года в благотворительном приюте. 4 мая она разместила в Evening News объявление о поиске доброго человека для усыновления маленькой девочки на всю жизнь, предложив премию в размере 5 фунтов стерлингов. Вскоре пришло письмо от Макенов под фамилией Маклахлан, которые в то время жили на Восточной улице 16 Редферн. 16 мая Рисби и ее замужняя сводная сестра Мэри Сарджент отнесли ребенка в дом Макенов. Сара Макен сказала, что будет присматривать за ребенком и воспитывать его как одного из своих. Джон Макен сказал им, что у него остались деньги, и они собираются приобрести птицефабрику в Рокдейле. Мэри Сарджент оставила свой адрес Макену, который пообещал сообщить ей их новый адрес. Клара Рисби навестила ребенка 18 мая. Во время визита ей сказали, что миссис Маклахлан вместе с ребенком отсутствует. Когда она посетила их в следующий раз, 24 мая, она обнаружила дом пустым. Мисс Мэри Стейси, домашняя служанка, проживавшая в Питершеме, родила девочку 17 апреля 1892 года. 17 июня она дала объявление о том, что некий человек может усыновить ее ребенка, и получила письмо от Макенов, подписанное фамилией Рэй, предлагающих взять на себя заботу о ребенке за плату или премию в размере 3 фунтов стерлингов. Стейси навестила семью на Джордж-стрит 109 Редферн, где все Макены заявили, что им очень понравился малыш и нежно поцеловали его. Сара Макен согласилась усыновить ребенка за 3 фунта стерлингов. Мэри Стейси передала своего младенца Бланш и Клариссе Макен, когда они посетили ее дом в Питершеме 23 июня. Несколько дней спустя Джон Макен и Бланш с ребенком зашли к ней домой и сказали, что семья собирается жить в Хертсвилле. Позже Стейси посетила дом на Джордж-стрит 109 Редферн, который был пуст, а затем провела 2 дня в поисках семьи в Хертсвилле, но безуспешно. Затем она сообщила полиции, что семья Рэй исчезла вместе с ребенком.
Примерно в декабре 1891 года Агнес Тодд, домашняя служанка, родила девочку, которую назвала Элси. Примерно с марта 1892 года за ребенком ухаживала Мария Сазерленд, замужняя женщина, живущая в Александрии. В июне 1892 года Агнес Тодд заплатила Джону Макину 3 фунта стерлингов за то, чтобы он забрал ребенка у миссис Сазерленд. Это случилось 28 июня. Макины тогда жили на Джордж-стрит 109 Редферн, то есть за день до их переезда в Макдональд-таун. 30 мая 1892 года 18-летняя мисс Эмбер Мюррей родила мальчика, которого она назвала Хорас Эмбер Мюррей. 24 июня она разместила объявление в Sydney Morning Herald в поисках заботливого человека, который мог бы усыновить ее мальчика, предложив заплатить небольшую премию. В тот день, когда появилось объявление, либо Джон, либо Сара Макин написали письмо с Джордж-стрит 109 Редферн, выражая готовность усыновить ребенка за плату в размере около 2 или 3 фунтов стерлингов и уделить ему материнскую любовь и внимание. В письме, подписанном Хилл, рекламодателю предлагалось позвонить по указанному адресу, если предложение подойдет. Когда Макины увидели ребенка, они сказали мисс Мюррей, что он именно такой, какого они хотели бы иметь, поскольку они потеряли своего собственного маленького мальчика. Вскоре после этого Эмбер Мюррей отвезла ребенка в Редферн, чтобы передать его вместе с выплатой 3 фунтов стерлингов и документами, касающимися усыновления ребенка. Макин сначала сказал, что не понимает документов, но затем прочитал и подписал их. Сначала подписался как Джон Лесли, который затем зачеркнул и подписал своим именем как Хилл. Когда мисс Мюррей уходила, ребенка вынесли, чтобы повидаться с ней. И это был последний раз, когда она видела своего сына. Через день или 2 Макины переехали на Берн-стрит в Макдональд-тауне. 10 июня 1892 года мисс Миньонет Минни Дэвис, домашняя служанка, живущая в Паддингтоне, родила девочку. Ребенка назвали Миньонет в честь ее матери. Рождение было зарегистрировано в Ньютауне с указанием данных отца. 21 июня Минни Дэвис разместила в газете Sydney Morning Herald объявление, призывающее доброго человека усыновить ее ребенка. Джон Макин, взявший фамилию Берт, ответил на объявление. Дэвис и отец ребенка, Гораций Боттемли, на следующий день отправились в дом Макинов по адресу Джордж-стрит 109 Редферн, где Макин согласился брать ребенка за 10 шиллингов в неделю и сказал родителям, что они могут видеться с ребенком, когда захотят. Затем они оставили ребенка с какой-то детской одеждой в семье. 2 дня спустя миссис Дэвид вернулась, чтобы навестить ребенка, и взяла еще немного одежды. Сара Макин присутствовала при этом событии. Когда Дэвис и Боттемли приехали в следующий раз, семья переехала на Берн-стрит в Макдональд-тауне. Боттемли узнал их новый адрес, и неделю спустя они с Минни отправились туда, где увидели ребенка и заплатили 10 шиллингов. Пара стала навещать Макинов каждую субботу, чтобы повидаться с ребенком и выплачивать еженедельное пособие Макинам. Во время одного из визитов Дэвис и Боттемли узнали настоящую фамилию Макинов, когда увидели напечатанную карточку с надписью «Миссис Макин, женская сиделка и квалифицированная акушерка», после чего Сара Макин призналась, что обманула их. 23 июля им сообщили, что у младенца простуда. В следующую субботу ребенку стало очень плохо, и Макин сказал им, что отведет девочку к врачу в понедельник. Несколько дней спустя Макин отправил Боттемли телеграмму с сообщением, что ребенок умер. В четверг, 4 августа, Дэвис и Боттемли прибыли в резиденцию Макдональд-тауна с букетом цветов, чтобы осмотреть тело ребенка. Умершего ребенка положили на доску, тело было прикрыто белой простыней. Джон Макин сказал Дэвис, возможно, это и к лучшему, что он умер. Когда их спросили о причине смерти, Макин ответила, она так быстро угасла, я не буду утруждать себя получением справки от врача. Они успокоили их тем, что уже заказали гроб, заплатив 2 фунта, и похоронят младенца на днях. Найдены тела 2 младенцев. Во вторник,
11 октября 1892 года двое мужчин по имени Джеймс Махони и Фрэнк Куни копали траншею на заднем дворе дома 25 по Берен-стрит в Макдональд-тауне, чтобы подсоединить служебную трубу от дома к канализации. Тогда Махони и обнаружил сильно разложившиеся останки, погребенные под 6 дюймами земли, которые он принял за кошачьи. На следующее утро Махони обнаружил тело младенца женского пола, погребенное примерно в футе земли, примерно 27 метров от останков, которые он нашел накануне. Мужчины пришли к выводу, что останки также были телом младенца. Тела были описаны как сильно разложившиеся и, очевидно, пролежали в земле несколько месяцев. Полиция Ньютауна была проинформирована, и тела были перевезены в морг Южного Сиднея. Предварительное расследование в морге показало, что останки принадлежали младенцам мужского и женского пола. Оба были похоронены в одежде, и первоначально предполагалось, что девочка пролежала в земле около 6 недель, а мальчик около 3 месяцев. Выяснилось, что жильцы дома на Берен-стрит на момент обнаружения занимали дом только в течение предыдущих 3 недель. 14 октября 1892 года, через несколько дней после обнаружения тел в Макдональд-тауне, на пустующем участке на улице Замия в Редферне было найдено разложившееся тело младенца мужского пола, возраст которого оценивался примерно в 20 дней. Старший констебль Джойс, осматривая двор на Уэлл-стрит, где жили Макины, заметил недавно потревоженную землю. Когда Джойс раскопал это место, оно оказалось пустым. Был сделан вывод, что тело, найденное на улице Замия, недавно было извлечено из могилы в доме на Уэлл-стрит и перевезено. Тело было слишком разложившимся, чтобы установить причину смерти, или даже то, родился ли ребенок живым, и следствие вынесло открытый вердикт о том, что малыш найден мертвым. Следствие было перенесено в коронерский суд на Чансери-сквер и возобновлено 26 октября 1892 года в присутствии коронера и присяжных. Показания дали 2 рабочих, обнаруживших тела, врачи, проводившие вскрытие, и правительственный аналитик, а также старший констебль Джойс и несколько соседей. Медицинское заключение установило, что младенец женского пола родился мертвым, а младенец мужского пола был в возрасте от 5 до 8 месяцев и был мертв от 3 до 6 месяцев. В последний день следствия, 28 октября, дочери Макинов, Бланш, 17 лет, и Флоренс, 14 лет, а также Джон и Сара Макин дали показания. Сара Макин утверждала, что на следующий день после переезда в дом в Макдональд-тауне в конце июня 1892 года она взяла ребенка женского пола примерно 2-недельного возраста для ухода за ним, получая за это 10 шиллингов в неделю. Она утверждала, что в середине августа мать забрала его и сказала, что уезжает в Мельбурн. Макин также утверждала, что этот ребенок был первым и единственным, которого она взяла к себе. Джон Макин подтвердил показания своей жены во всех деталях. Подводя итоги, городской судебный эксперт Джон Вур заявил присяжным, что это дело окружено подозрениями, и нет никаких сомнений в том, что тела были захоронены тайком. После нескольких минут обсуждения присяжные вынесли открытый вердикт о том, что доказательства не позволяют установить, от чего умерли младенцы. Семья Макин жила на Берен-стрит 25 в Макдональд-тауне с 29 июня 1892 года по 16 августа 1892 года. В течение этого времени Сара Макин рекламировала свои услуги акушерки, что она отрицала на следствии. После этого они переехали на Уэллс-стрит 6 в Редферн, где 12 октября после обнаружения тел их навестил старший констебль Джойс. Вскоре после этого семья переехала в дом на Чиппен-стрит в Чиппендейле. Еще 5 тел. 2 ноября старший констебль Джеймс Джойс и констебль Александр Браун, сотрудники полицейского участка Ньютауна в штатском, отправились в дом на Берен-стрит и начали копать во дворе, где обнаружили тела еще 5 младенцев.
Днем 3 ноября 1892 года Джойс арестовал Джона Маккена и его дочерей Бланш и Флоренс в их доме в Чиппендейле и доставил их в полицейский участок Ньютауна. Сара Маккен уже была в участке, будучи ранее арестованной в Параматте. Во время допроса Бланш рассказала, что по ее воспоминаниям у ее матери было 3 младенцев, о которых нужно было заботиться одновременно. Когда Бланш спросили, почему она заявила на следствии, что ее мать присматривала только за одним ребенком, она сказала, что ее родители заставили ее сказать, что она ничего не знала о том, что в доме были другие дети. Джону и Саре Маккен было предъявлено обвинение по подозрению в причинении смерти незаконнорожденному ребенку Горация Боттемли и Минни Дэвис примерно в конце июля или начале августа прошлого года. Бланш и Флоренс Маккен также были предъявлены обвинения по подозрению в причастности к смерти рассматриваемого ребенка. Младший ребенок Маккенов, 2-летний Сесил, был взят на попечение соседа. Полиция объявила о своем намерении исследовать дворы домов, в которых семья жила в течение последних 3 или 4 лет, поскольку, по мнению старшего констебля Джойс, в этот период Маккены занимались выращиванием младенцев. К середине ноября были обысканы дворы на Боттоне, Ист и Кеттл-стрит, где ничего обнаружено не было. При этом обыски должны были быть проведены на Буланаминг-стрит, Сент-Питерс и Говард-стрит. Подсчет погибших. В период с 12 октября по 12 ноября полиция обнаружила останки 15 младенцев, захороненных на территории, где проживали Маккены. Были проведены расследования, и в нескольких случаях были вынесены открытые вердикты. Бэрон-стрит, 25, Макдональд-таун, занимаемая семьей Маккен с 29 июня по 16 августа 1892 года. С их двора были найдены тела 7 младенцев, 2 11 и 12 октября 1892 года и еще 5 в начале ноября 1892 года. Номер 1. Младенец мужского пола в возрасте от 5 до 8 месяцев, похоронен в возрасте от 3 до 6 месяцев. Номер 2. Младенец женского пола, мертворожденный. Номер 3. Младенец мужского пола в возрасте от 2 до 3 месяцев, похоронен в возрасте от 4 до 6 месяцев, открытый вердикт. Номер 4. Признанный следствием ребенком женского пола Минни Дэвис и Горация Боттемли. Номер 5. Младенец женского пола, возраст которого оценивается примерно в 10 дней. Похоронен около 3 месяцев. Открытый вердикт. На следствии по делу о телах, найденных на Бэрон-стрит, в коронерском суде 16 декабря 1892 года Клариса Маккен дала показания, что переезд семьи с Джордж-стрит, Редферн, на Бэрон-стрит, Макдональд-таун, был осуществлен между 7 и 8 часами вечера. И они взяли с собой 6 младенцев, 2 в колыбели, 2 в детской коляске. Одного несла ее мать, а другого – Дейзи. На суде над своими родителями 6 марта 1893 года Клариса заявила, что не помнит, говорила ли она, что видела 6 младенцев во время переезда семьи на Бэрон-стрит. Улица Замия, Редферн, свободный участок. Одно тело, найденное 14 октября 1892 года. Предположительно, Маккены его извлекли с заднего двора своего дома на Уэллс-стрит после того, как узнали о находке в Макдональд-тауне. 9 ноября 1892 года на Джордж-стрит, 109, Редферн, найдены тела 4 младенцев, обозначенные А, Б, С и Д. Тело, помеченное буквой «Д», впоследствии было опознано как Хорас Эмбер Мюррей, в убийстве которого Маккены были позже обвинены. Маккены арендовали дом на Джордж-стрит, 109, Редферн, используя фамилию Мейсон, чуть более чем на месяц, с 21 мая по 27 июня 1892 года. 11 Олдерсон-стрит, Редферн. Одно тело младенца, найденное во дворе 11 ноября 1892 года, обозначено Е, похоронено на глубине 2 футов, завернуто в черную ткань. Предполагаемый возраст на момент смерти от 2 до 6 недель. Предполагаемый период с момента захоронения от 6 до 12 месяцев. Пол установить невозможно. Дом снимал Джон Маккен с 7 декабря 1891
по 28 января 1892 года. Расследование состоялось 14 декабря 1892 года. Вынесен открытый вердикт. Нет доказательств относительно причины смерти. 28 Леви-стрит, Чиппендейл. По соседству с отелем Аппен. Останки двух младенцев, найденные полицией 12 ноября 1892 года во дворе у кухонной стены. Похоронены вместе. Мало что осталось, кроме костей. Проживали у Макинов примерно в ноябре 1891 года в течение 6 или 7 недель. В результате экспертизы, проведенной городским коронером, Макинам было предъявлено обвинение в причинении смерти незаконнорожденному ребенку мужского пола Эмбер Мюррей примерно 27 июня 1892 года, и они были переданы для разбирательства в Центральный уголовный суд. Им также было предъявлено обвинение в причинении смерти незаконнорожденному ребенку женского пола Горация Боттемли и Минни Дэвис примерно в конце июля или начале августа 1892 года. Коронерский суд признал Джона и Сару Макин виновными в непредумышленном убийстве и передал дело в Центральный уголовный суд. Суд над Джоном и Сарой Макин в Центральном уголовном суде начался в понедельник, 6 марта 1893 года перед судьей Стивеном. Им было предъявлено обвинение в том, что 29 июня 1892 года в Редферне они преступно и злонамеренно убили Хораса Эмбера Мюррея. Им также было предъявлено обвинение в убийстве некоего младенца мужского пола, имя которого неизвестно, в тот же день и в том же месте. Второй пункт обвинения касался того же ребенка и имел место в случае, если первое обвинение не будет предъявлено из-за технических проблем, связанных с личностью ребенка. Макины не признали себя виновными по предъявленным обвинениям, и их защищал Томас Уильямсон. Джон Макин, сидя на скамье подсудимых, скрестил ноги и руки во время выступления королевского прокурора и показаний свидетелей. Его жена весь день закрывала лицо носовым платком. Среди свидетелей была Эмбер Мюррей, которая подробно описала последовательность событий, приведших к тому, что она передала своего маленького сына Макинам. Она идентифицировала одежду на останках ребенка, найденных под окном дома 109 по Джордж-стрит, Редферн, как ту, которая была на ее сыне, когда его передали. Платье было сшито ею для ребенка, а рубашка была идентифицирована как та, что была подарена ей для ребенка. На второй день судебного разбирательства одним из тех, кто давал показания, был Эдвард Джордан, тренер по верховой езде, который был заперт в полицейском участке Ньютауна вместе с Джоном Макином. Джордан утверждал, что Макин сказал ему: «Ни один врач не сможет доказать, что я отравил кого-либо из детей, потому что я никогда и близко не подходил к аптеке». Судебное разбирательство, которое вел прокурор Патрик Хилли, было завершено досрочно 8 марта, на третий день судебного разбирательства. В защиту подсудимые не сделали никаких заявлений и не привели никаких доказательств. Затем Уильямсон, адвокат Макинов, обратился к присяжным. Он утверждал, что Королевскому суду не удалось доказать, что было совершено убийство, что причина смерти не была указана в отношении ни одного из младенцев, упомянутых в деле, и такие обвинения являются оскорблением личности подсудимых. Членов жюри присяжных он просил подумать над тем, что несмотря на то, что дети были найдены мертвыми, это не доказывает насильственную смерть ребенка, являющегося объектом расследования. Хилли, королевский прокурор, признал, что дело было очень необычным и уникальным, но он полагал, что присяжным не составило бы труда прийти к выводу, что ребенок был убит. Присяжные удалились в 5 часов дня, чтобы обсудить свой вердикт. После обсуждения между старшиной присяжных и судьей, сразу после 9 часов было решено, что присяжные вряд ли вынесут вердикт в ту ночь. Когда присяжные вернулись в зал суда в 10 часов утра на следующий день, 9 марта, старшина заявил, что они согласились с вердиктом о виновности обоих заключенных в убийстве Хораса Мюррея. Судья Стивенс заявил, что отложит вынесение приговора до вынесения решения судом полного состава Верховного суда по вопросам, касающимися допустимости определенных доказательств на процессе, которые были подняты Уильямсоном, адвокатом обвиняемого. Обращение.
Апелляция на обвинительный приговор Джону и Саре Макин была рассмотрена в четверг 23 марта полным составом Верховного суда в составе судьи Уиндейера, судьи Иннес и судьи Фостер. Королевский адвокат сэр Джулиан Соломонс выступил в поддержку апелляции, а судья Фрэнсис Роджерс возглавил группу поддержки обвинительного приговора. Основаниями для апелляции были: первое. То, что судья Стивен был неправ, признав доказательства обнаружения других тел, кроме тела ребенка, предположительно принадлежащего Хорасу Мюррею. Второе. То, что судья был неправ, признав показания матерей, кроме Эмбер Мюррей, которые отдали своих детей Макинам. Третье. То, что не было доказательств, подтверждающих, что тело, помеченное буквой «Д», принадлежало Мюррею. И четвертое, то, что не было доказательств убийства или причины смерти Хораса Мюррея. Выслушав аргументы, коллегия судей в полном составе сообщила, что они обдумывают свое решение. Судьям апелляционной инстанции потребовалась неделя для рассмотрения их решения. 30 марта Верховный суд наконец вынес решение, отклонив апелляцию и подтвердив обвинительные приговоры. Основное судебное решение объемом в 27 страниц было написано судьей Уиндейером и согласовано судьей Фостером. Судья Иннес выразил несогласие в той степени, в какой он не согласился с доводами Виндейера о признании доказательств смерти других младенцев. Тем не менее, Иннес согласился со своими коллегами-судьями в том, что обвинительные приговоры против Макинов должны остаться в силе. Вынесение приговора. В тот же день, когда апелляция была отклонена, Джон и Сара Макин явились в Центральный уголовный суд для вынесения судьей Стивеном приговора. Джон Макин встал на скамью подсудимых в той полупокорной позе, которую он сохранял до последнего. Саре Макин помогли добраться до ее места, и она все время, пока находилась в суде, прятала лицо в носовой платок. Адвокат Макинов перед вынесением приговора намекнул, что они планируют подать апелляцию в Британский тайный совет. Вынося приговор заключенным, судья Стивенс рассказал, как они взяли деньги у матери Хораса Мюррея и обманули ее обещаниями, которые никогда не собирались выполнять, уже определившись со смертью ребенка, ввели ее в заблуждение ложными заявлениями относительно имени, обманули ее относительно адреса проживания. Сравнивая захоронение ребенка в их дворе с закапыванием собачьей туши, судья Стивен заявил, что Макины занимались выращиванием детей в наихудшем виде и в самом отвратительном аспекте, что ужасные находки с мест их проживания свидетельствовали о том, что там занимались гнусным и адским ремеслом, разрушая жизни этих младенцев ради наживы. В заключении своего выступления судья приговорил обоих заключенных к смертной казни через повешение. В случае с Сарой Макин он добавил, что направит рекомендацию о помиловании исполнительной власти. Ближе к концу вынесения приговора Сара Макин потеряла сознание, и двум констеблям пришлось выносить ее из суда с криками «О, мои дети! Мои дети!». В начале августа 1893 года Макин написал премьер-министру сэру Генри Парксу, обращая внимание на то, что он считал слабыми местами в доказательствах, и прося об отсрочке смертного приговора. Сообщение было направлено министру юстиции, который пришел к выводу, что в письме не было ничего, что могло бы побудить правительство оспорить приговор. Тем не менее, Паркс согласился принять делегацию от семьи Макин в Вуллонгонге. 11 августа два брата Макина, его невестка, а также Арчибальд Кэмпбелл и Джон Николсон, члены парламента от Иллавары, встретились с министром по делам колоний сэром Джорджем Дипсом. Они представили петицию, подписанную рядом граждан Вуллонгонга. Делегация семьи Макин не пыталась вдаваться в существо дела, а просто попросила, чтобы ради его братьев и их семей, а также его собственной семьи, его наказание должно быть таким же, как то, которое применено к его жене. На встрече семья Макин и их представители утверждали, что Джона довела до того, что он сделал, его жена, которая была главным агрессором, главным злодеем в этом вопросе. Сара Макин была изображена как ужасная женщина, которая, как известно, имела характер, больше похожий на исчадие ада, чем на женщину.
Дипс напомнил семье, что если не будут представлены дополнительные факты, имеющие отношение к делу, правительство не имеет права вмешиваться в судебный процесс. Однако он пообещал созвать заседание исполнительного совета в следующий понедельник для обсуждения этого вопроса. Исполнительный совет, как и ожидалось, не был убежден петицией о спасении жизни Макен и решил, что закон должен действовать своим чередом. Казнь Джона Макена. Джон Макен был казнен через повешение в 9 часов утра во вторник, 15 августа 1893 года, на виселице на территории тюрьмы Дарлингхерст. Сообщалось, что осужденный, казалось, смирился со своей судьбой, не возлагая особых надежд на апелляции о помиловании. Макен встречался со своей женой в предыдущий четверг, перед тем, как ее отвезли в тюрьму Баттерст. В тот же день его навестили его дочери Бланш и Флоренс, его братья Дэниел и Джозеф и его падчерица Минни Хелби. Макен оставил 2 письменных заявления, в одном из которых он отрицает свою вину, а другое было адресовано детям. В официальном отчете говорилось, что казнь была проведена надлежащим образом. Сара Макен. Тюрьма и освобождение. 10 августа 1893 года, за 5 дней до казни своего мужа, Сару Макен перевели из тюрьмы Дарлингхерст в тюрьму Баттерст. В мае 1895 года ее перевели обратно в тюрьму Дарлингхерст, а затем вернули в Баттерст в ноябре 1898 года. Во время своего второго пребывания в Баттерсте она получила работу санитара в тюрьме. За время заключения здоровье Макен ухудшилось, периодически у нее случались кишечные кровотечения. К 1907 году 2 дочери Сары, Флоренс, к тому времени замужняя женщина с фамилией Андерсон, и Минни Хелби были настолько обеспокоены состоянием здоровья своей матери, что каждая из них написала генеральному прокурору с просьбой освободить ее из тюрьмы. В конечном счете, однако, просьбы дочерей были отклонены. В августе 1909 года Сару Макен перевели во вновь построенную государственную исправительную колонию для женщин в тюрьме Лонг-Бэй. В 1911 году с приходом к власти нового генерального прокурора Макен и ее семья начали очередную кампанию за ее освобождение, чтобы она могла провести свои последние дни со своей семьей. В этом случае правительство, приняв во внимание ее преклонный возраст и ухудшающееся состояние здоровья, рекомендовало ее освободить. Сара Макен была выписана тихо и анонимно из тюрьмы Лонг-Бэй 29 апреля 1911 года на попечение Флоренс Андерсон и ее мужа. Через несколько месяцев после освобождения Сара переехала на Белгрейв-стрит в Питершеме, чтобы жить со своей старшей дочерью Минни Хелби, которая страдала от рака кишечника и умерла в феврале 1912 года. Макен осталась в доме в Питершеме со своим зятем Карлом Хелби. Когда ее здоровье начало ухудшаться, Флоренс и ее муж переехали к ней. Сара Макен умерла 13 сентября 1918 года в возрасте 72 лет от старческого увядания и сердечной недостаточности, возможно, из-за третичного сифилиса. Она была похоронена на Руквудском кладбище. История Эмбер Мюррей и семьи Макен вдохновила австралийский театральный спектакль 2008 года «Шляпная булавка», который был показан в Сиднее и в Нью-Йорке. В 2009 году спектакль был номинирован на 3 сиднейские театральные премии и получил 1 за лучшую женскую роль. В августе 2009 года история Макен была показана по телевидению в документальном сериале «Смертельно опасные женщины» канала Discovery. Эпизод 3-го сезона «Кровь за деньги» включал инсценировку, в которой Пип Мур сыграла Эмбер Мюррей. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами.
Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.